В этих землях братья Гримм писали свои знаменитые сказки. Хессен, Германия. То, что мы видим сейчас, совсем не сказка. Вертолеты региональной медицины вернутся вот-вот на это поле после ежедневного дежурства. Сказка ли знаменитая немецкая система здравоохранения, мы попробуем понять именно здесь, в маленькой клинике маленького старинного городка. Система обязательного медицинского страхования была придумана и впервые введена именно в Германии, еще в 1883 году. Стоит как минимум 3 миллиона евро. Государство все покрыло. Он кажется живым. Да, но мы можем это изменить. Здесь успешно оперирует сердце 106-летней женщины. Дрон может привести ткань к операционной. Мы привыкли слышать подобное в новостях из столичных клиник, но это крошечная провинция. У нас есть все необходимое почти на любой случай. В Германии каждый человек имеет доступ к медицинской помощи независимо от дохода. Как они относятся? Как будто своему родному человеку. Но сколько это стоит? Как получают здесь помощь? И за что критикуют самую легендарную медицинскую систему? Капитализм, genau. Пациент-то ждет коммунизма. У него есть потребность. Эта потребность должна быть удовлетворена. Врачи, пациенты, многодетные иммигранты. Они нам расскажут и покажут в этом выпуске, как лечатся в стране с провозглашенной ценностью здоровья человека. Есть два основных способа попасть к врачу в Германии. Первый – когда что-то беспокоит. В таком случае взаимодействие с медициной начинается с визита к домашнему врачу, он же семейный доктор или хаусарц. Это мой праксис. Вот. Рабочий день уже подходит к концу, поэтому я посмотрю, что еще в лаборе надо сделать, посмотрю еще в компьютере. В лаборатории, в принципе, я уже молодец. Вот мой кабинет с моим УЗИ-аппаратом и другим. Так, это надо зарядить, потом разрядиться. Обязательно должен быть чемодан неотложной помощи, реанимировать, дефибриллировать, дефибриллятор. Там нужно, он там проверяется у меня регулярно. А если зашить надо? Кислород, это без проблем. Ну и самое мое рабочее место это здесь. Вот такой у меня праксис. Раз, два, три кабинета для исследований, один ультрашар, один ЭКГ и тут я бываю тоже чрезвычайно часто и долго. Праксис – это кабинет домашнего врача. Здесь он может реанимировать при необходимости или проводить малую хирургию. Домашний доктор-лидер родом из Томска. В 96-м поступил учиться на врача в Германии, был хирургом университетской клиники, спасал по скорой в медицине катастроф. Часто именно хаусарца очень критикуют люди, переехавшие в Европу из других медицинских традиций. За долгое ожидание записи, неспешность направления к специалистам и прием в 3 минуты. Так кто же такой хаусарц? Это первый человек, который там все выясняет и является как бы специалистом по общей медицине. Как бы глубина достаточная, ширина максимальная. То есть вот у меня что-то болит, я иду к домашнему врачу, к вам? Да. Так. Без вас я не могу пойти сразу, не знаю, к нейрохирургу? Нет. Если пациент пришел сначала к домашнему врачу и сказал, у меня болит спина. Вот. Домашний врач ему сказал, бывает так, посмотрим, вроде все нормально, все это, ничего не отнимается, стул держим, мочу держим,
Ничего страшного, так повернитесь, вот тут у нас тут зажатость, вот тут у нас пережатость, сейчас немножечко сделаем это, ибупрофен не пройдет, через неделю приходите. Вот, через неделю приходим, вообще ничего не проходит, и вот это так, хорошо, так, посмотрим, а это немножечко тянет, сделаем МРТ. Хорошо, сделаем МРТ, и что-то ты мне не нравишься. Параллельно уже делай термин к нейрохирургу. То есть, когда вы пронаблюдали, то есть вы таким образом, как бы это, может быть, вы попробуете объяснить? Я отсортировал. Вся вот эта система, да, House Arts, дальше весь больничный комплекс, в чем смысл вот этого взаимодействия сложного, через которое пациент идет? 1 секунда операционной стоит 1 евро. А вот то есть каждую минуту 60 евро. Цак-цак, днем и ночью, 24 часа. Ну, это примерно такие расчеты. Это как расходы вот в больнице. Да, это планирование. Это тоже все время приходится учитывать. Так только это и приходится учитывать. А как же здоровье человека? Оно, как говорили мои шефы, так это само собой разумеется, для этого вас и учили. Вот. Естественно, я не только сижу тут, всех распределяю и лечу в этих, но единственное для того, чтобы как бы к нейрохирургу, к специалисту, к кардиологу приходил уже человек с подозрением на что-то, и это было бы подозрение не человека, который там читал в интернете или там спросил у соседа, а когда человек приходит уже от домашнего врача, и там уже стоит. Мы посмотрели то, мы дали пациенту вот это, мы сделали это, вот теперь, пожалуйста, это твое, теперь посоветуйте нам, что же нам делать, вот, Ваше Величество. Доктор Лидер теперь отправляется на дежурство в соседний город. Привычный с хирургии. Позавтракал, поужинал. В обед же операция. Нет обеда. Мы вернемся к нему чуть позже. Второй способ быстро попасть к нужному врачу в Германии – экстренная помощь. Аварии, падения, переломы, приступ – очень плохое самочувствие. У диспетчеров неотложки есть своя программа. Они могут в моменте оказания первой помощи точно определить, в какой ближайшей больнице есть необходимое оборудование, отделение и врачи. А клиника может подготовиться к приему пациента, пока его везут, то есть максимально быстро. Это помещение шоковой терапии. Здесь все всегда готово к любой возможной критической помощи. У нас есть все необходимое почти на любой случай. Даже то, что может понадобиться раз в 10 лет. Например, у нас есть прибор, который, мне кажется, вы вообще никогда не использовали. Но он необходим, когда у человека случается гиперсильная аллергическая реакция. Отек лица такой, что он не может дышать. Мы можем помочь, можем это применить, но, скорее всего, этот прибор нам не понадобится еще 1000 лет. Итак, это государственная больница маленького города Вольфхаген. Möchtest du eine neue Arterie vorbereiten? Андре Раум, главврач. Gut. Bis morgen. No, ich bin jetzt so. Какие возможности есть у маленькой провинциальной клиники? Wir können Мы в клинике можем все основное.
Охватываем внутренние болезни, хирургия, ортопедия, урологические, гинекологические вопросы. У нас есть интенсивная терапия с искусственной вентиляцией, реанимация, новый рентген, компьютерная томография, диагностика. У нас нет только больших операций, трансплантаций органов и нет родов. Наше преимущество маленькой клиники в том, что у нас есть практики, которые необходимы именно здесь населению каждый день. Если нам необходимо какое-то новое оборудование, мы его запрашиваем. Государственный орган его утверждает, и мы его получаем. Да, иногда ты хочешь иметь Lamborghini, но у тебя Volkswagen. Здесь у нас оборудование как Mercedes. Очень хороший Mercedes. За 1,5 часа. И исследования для переливания крови, антитела. Еще делаем несколько ПЦР-тестов. Können wir gleich filmen. André, but it's just small. Yeah, but it's bleeding all the time. Okay, thank you very much. Volkswagen сам по себе похож на иллюстрацию сказки. Фахверковые средневековые домики, тихие улочки. Рядом, в 30 минутах езды, находится большой город Кассель. Там много сильных региональных клиник, трансплантации, нейрохирургия, любые патологии. Но по немецкому стандарту здравоохранения районная больница должна находиться близко к пациенту. Поэтому у 14 тысяч жителей Вольфхагена есть такая клиника в их городе. Moin Rainer. Hallo. Wie geht's euch? Danke, sehr, sehr gut. Sehr schön. Danke. Okay, mach's gut. Ciao, ciao. Хайко Вайрсхойзер живет здесь, член окружного совета, местный политик, пенсионер. Хайко проработал в компании медицинского страхования Германии более 30 лет. Экспертно расскажет нам о системе здравоохранения. И недавно он сам прошел лечение очень серьезной болезни. Весь мой курс лечения моей опухоли, операции, потом лучевая терапия с так называемой ионной терапией. Такое есть в мире только в Гейдельберге и в Марбурге. Стоит как минимум 3 миллиона евро. Такой взнос я никогда не заплачу в медицинской кассе. Государство все покрыло. В 2007 в Германии был принят закон об обязательном медицинском страховании. Жить здесь без медицинской страховки нельзя. И это главная особенность их системы здравоохранения. Honestly, ja. Это лучшая система, потому что она действительно была создана для людей. Deswegen. Поэтому с 1960 года существует эта больница. И обратите внимание, даже у нас мультинациональная клиника, и мы беженцев много лечим. Из Афганистана, Ирана, Ирака, Украины. Все застрахованы и все получают тот же защитный статус, что и я. Hier nach Deutschland. И если бы ты переехала сюда, в Германию, ты бы сразу была застрахована. У нас есть социальная система. Lass mal einen Moment wirken. 21 Schnittwinkel. Короче говоря, на самом деле она была тяжело. Да, то есть без видео я бы ничего не сделал. Дмитрий тоже родом из России. Сейчас, одну секунду. Анестезиолог, которого маленькая больница переманила из региональной университетской клиники. После операции вообще очень сильные боли, да, у людей. И здесь в регионе, ну, как в регионе шеи проходит интерскалинерус нерв. И его можно локальную анестетику. И за счет этого я могу как бы наркоз сделать не такой сильный. Ну, это новые технологии, и если человек это может. Я это могу, я это здесь постоянно делаю, да. Но это не все могут.
Во время операции жизнь пациента – его ответственность. Это женщина пенсионного возраста. Позавчера в своем саду поливала цветы, упала сильно. 2 дня после несчастного случая. И вот здесь, сейчас, в провинциальной клинике, ей будут делать протезирование плечевого сустава. И неважно, это частная страховка, государственная. Да, вообще без разницы. Лекарства. Абсолютно одинаково. Standardprothesen, die es sowieso schon gibt. How are you today? Как вы сегодня? Thank you. Отлично. And you? Absolutely good, because we're here. We've seen Для нас здесь протезирование – это обычная повседневная операция. Каждый день оперируем кости, артрозы, коленные суставы, дегенеративные заболевания. Только не оперируем в шейном отделе позвоночника и в голове. У нас есть возможность быстро подобрать протезы. Наготове линейка разных элементов, которые подгоняются индивидуально. В особых случаях 24 часа, и мы получаем особый протез. Комплексная медицинская помощь в Вольфхагене – государственная услуга. И эта клиника очень важна для нашего населения в регионе, потому что мы близки к месту жительства и обеспечиваем пациентам близкую медицинскую помощь дома, без долгих путешествий к врачу. Это создает качественную связь между клиникой и пациентами. Люди здесь хорошо знакомы. Мы ходили вместе в школу, возможно, у наших детей один детский сад. Вообще здесь не ждут больше 3-4 месяцев даже очень сложную операцию. Вот так выглядит протез. Час работы, и плечо готово. Как все прошло? Отлично, все готово. Когда здесь еще было акушерство, я сам родился здесь. Здесь и вырос, в Вольфхагене. Я очень привязан к Северному Гессену. И у меня не было профессорских амбиций. Я стал врачом, чтобы творить добро там, где это необходимо. И я очень хорошо справляюсь со своим делом. Мы делаем хорошую работу, а в Берлине она или в Вольфхагене, мне все равно. Чтобы в маленьком городе работала такая клиника, в Германии существует больничная касса. Каждый работающий гражданин, работодатели делают регулярные взносы на медицинскую страховку. Взнос зависит от величины зарплаты, и чем больше доход, тем выше взнос. Тем, кто беден, помогают. Все страховые компании государственные, плюс федеральная субсидия. Так складывается фонд здравоохранения. И из этого фонда страховые оплачивают работу больниц, врачей по принципу солидарности. Сами медицинские услуги одинаковы для всех, а распределение денег больницам идет по тарифам, фиксированным ставкам и строго обосновано за каждый случай. Сложная тарификация каждой манипуляции настолько сложна, что ее больше всего и критикуют и врачи, и пациенты. Проблема нашей медицины – бюрократия национальная как особенность. Все нужно документировать. Это значит, что врач не просто проводит операцию 2 часа. После этого ему нужно сесть за свой стол и записать все, что он сделал. Тем не менее, есть расходы, которые в этой системе совсем не учитываются. Например, привозят пожилого пациента из дома престарелых с болями в животе. Мой живот, мой живот. От чего болит, неясно. Полное обследование, КТ, рентген. Может, еще врач интенсивную терапию сделает. Потом вообще оказывается, что у пациента была просто желчная колика. И вот клиника в итоге получает деньги только за лечение желчной колики. Полный курс медицинской помощи на 6 тысяч евро, а клиника получает 1400 евро только за колики. Наша больница старается держаться в ситуации
плюс-минус 0 расходов и доходов. И это нормально. Это происходит потому, что доходы больницы логически ниже расходов. Стало меньше пациентов после ковида. Это обусловлено еще и тем, что страховые компании в Германии принимают повышение расходов со значительной задержкой. Когда какие-либо расходы растут, мы, как больница, получаем их компенсацию только через 2-3 года, но финансируем заранее. Посчитано и спланировано, что мы в клинике должны проводить 40 операций на тазобедренный сустав в год, иначе ни одна не будет оплачена. Да, это абсолютно глупо. Если у вас в конце года всего 39 сделано таких операций, то ни одна не будет оплачена. Вы говорите, что это лучшая система. Парадокс. Нет, не парадокс, капитализм. Они, страховые кассы, хотят экономить деньги, хотят закрывать невостребованные маленькие больницы. Если больница не может обосновать свою необходимость выполнением финансово-лечебных планов, ее закрывают. Каждый год районный совет Касселя пересматривает бюджет этой клиники и решает, продолжать ли финансирование. Так, в Вольфхагене закрыли роддом, потому что вместо расчетного показателя в 400 родов в год было всего 320. А несколько лет назад чуть не закрыли и сам госпиталь. Несколько лет назад холдинговая компания, которая владела нашей клиникой, попала в финансовые трудности и сказала: «Закрываем». Мы, жители города, очень возразили. Мы провели крупный митинг с участием 1000 человек, собрали 22 тысячи подписей и отправили их в районный совет. Мы сказали: «Нет. Нам в городе нужна эта больница. Надо выкупить ее. Мы не второсортные граждане, а равноправные. Поэтому все политики города, которые были бы за закрытие этой клиники, они просто не были бы переизбраны. Это демократия. И потом нам удалось убедить политиков в необходимости взять клинику на баланс государства. От 7 до 9 миллионов была сумма выкупа. Никто не знает точно, чтобы клиника снова принадлежала жителям округа. Dass die Klinik wieder den Bürgern des Landkreises gehört. Ох, тут, конечно, тоже мышцы очень перенапряженные. Это потому, что я каждое утро делаю зарядку, делаю вот эти цифры шеи. Да. Немецкие клиники давно уже мультинациональны. Есть нехватка персонала, при том, что медик здесь одна из самых престижных профессий. Тут надо работать с мышцами, их надо обязательно расслаблять с одной стороны и укреплять с другой стороны, обязательно. Инга вот родом из Украины, больше 20 лет, она здесь любимый физиотерапевт. И тянем вниз. Но это уже убегает, а Анна нет, Анна стоит. Тело прям напряженно и уходит только локоть вниз. Вниз, сюда. И здесь по государственной, по простой страховке можно вот так походить на физиотерапию? Да, вы идете к нормальному домашнему врачу, домашний врач вам прописывает физиотерапию, 6 раз, это большинство, так, в большинство случаев, вы делаете термин у нас и вот приходите, Давайте, осталось 3 минуты вашего времени. Да. Время у вас считается как золотое, да? Да. То есть прям Да. четко должно быть. У нас остается ровно 3 минуты с доктором. Покажите мне что-нибудь еще, пожалуйста. Хорошо. Давайте. Вот нам что важно? Нам важно вот здесь, сзади мышцы, чтобы они были крепкие, чтобы мышцы были, да? Я буду даже вот так каждое утро делать. При том, что в Германии есть и частная форма страхования, почти 90% жителей выбирают государственную медстраховку. Она должна и покрывает лечение онкозаболеваний, инсульта, инфаркта, трансплантацию органов, нейрохирургию и другие серьезные болезни. Покрывает расходы на лечение, лекарства, прививки, пребывание в больнице, профилактику, ну и, конечно, реабилитацию. Профилактику и лечение в стоматологии, зубные протезы, импланты и так далее. Можно с 5 килограмм начинать. Долго вам ждут термин? Да, сейчас у нас вот так месяц выходит. Месяц? Месяц. Не так уж и... Ну хорошо, тогда это для нас. Где-то месяц надо подождать. Где-то месяц надо подождать. после Месяц, Каузаса, полтора. чтобы вам попасть. Да. И
И вот с этой обязательной страховкой гражданин имеет право не только на бесплатное лечение, он еще имеет право на биологически чистую еду в клинике, вкусную, и улыбки медсестер. Hallo. Hallo. Mittagessen. Oh, vielen Dank. Dankeschön. Bitte sehr. Geht das so? Ich danke. Ich rufe dann. Bitte sehr. Schwester auch. Ja. Geht's? Alles gut. Schmecke. Guten Appetit. Danke. О, привет! Элли, поздоровайся. Элли, привет. Скажи привет. Элли, скажи Привет, привет. скажешь? У тебя такая коляска, как я, наверное, всю жизнь бы Смотри, мечтала. Элли. О, какой у тебя коляска. аппарат. Ой. Как они относятся, уважение вот именно чувств, не как к вещи. Вот я привыкла, что я попала в роддом, тебе говорят, делай вот это, ты не имеешь права высказать свое мнение. Ну, все так строго, Да. жестко, да. Как будто своему родному человеку, как во время родов, так ухаживать, нянчиться. Как... Это сказка. Как вот они обращались, ну это только женщина может понять, всякие вот эти мелочи, как они обращались, какое все оборудование. Я представляла, что такое ужасное, как в России, а тут все так по-человечески. Алексей и Марина Давыдовы – беженцы из России. Родители 8 детей, 5 несовершеннолетних, старший сын учится на помощника врача. Все вместе они сейчас в процессе переезда из Вольфхагена в новый дом по соседству. Младшую дочь Элли родили уже здесь, в Дойчланд. Когда Элли родилась, пуповину не отрезали сразу. Я-то привыкла, что сразу чик, ребенка забрали, приходится уговаривать, дайте мне хоть ребенка поцеловать. А тут с пуповиной прям положили, потом отрезали. Ножнички, которые пуповину отрезали, хотите взять? Я от таких вопросов просто терялась. Для меня просто принципиально было, чтобы учли мою позицию бескровной медицины. И у нас с этим всегда была головная боль. Иногда нам приходилось юриста с собой брать, чтобы отстоять. Здесь это без эмоций, без ничего. Это просто твое право. Сказал, все, никак. И она очень легко поэтому родилась, и такой совсем другой ребенок. Вам кажется, что даже другой ребенок? Да. Оказывается, когда легкие роды правильные, когда все делают правильно, как должно быть, и сразу она другая, у нее нету этого стресса, не было. Имеет ли здесь право пациент с ребенком, вот что-то случилось, и немедленно получить неотложную помощь? Просто привезти его в больницу, сказать, смотрите. Вы приезжаете тоже вот в клинику, и там есть место, где воспринимают как первая помощь, да? Но там, конечно, тоже есть очередь, да? Приезжают и тоже смотрят, ага, у ребенка все в крови, да, значит, его возьмут, конечно, быстрее, чем у ребенка, где вот незаметно, что есть перелом или нет перелома, да? Тогда, конечно, по очереди живой проходишь дальше. Но возможность это есть, да, в каждой клинике. Лечение не останется. Не останется. Нет, не останется. Прорываешься сквозь снег, непогоду, данные такие, что человеку плохо дышится и так далее. Думаешь, надо посмотреть, может, надо отправить в больницу, может, еще что-то. И вот поднимаешься без лифта на 5-й этаж, и там, что случилось? Случилось-то это давно, на той неделе. Вот. И
чувствуешь, там поднимается желчь. Я говорю, да-да-да, это хорошо. Я говорю, что сейчас-то случилось? Ну, сейчас заболела рука. Я говорю, так было же что-то другое. Ну. Среди домашних врачей есть еще график дежурств по региону. Но Фальпраксис работает каждый день до 22 и есть ночной прием. Это для пациентов, которые имеют проблемы и которые не успели обратиться к врачу, или их врач далеко, или другие причины. В Германии из-за феодальной раздробленности, которая сейчас федеральная раздробленность, нету традиции все в какой-то центр стаскивать, что-то делать. Конечно, есть там большие центры, но они разбросаны по Германии. Например, там, в Бергиш-Гладбахе отличная кардиология, потому что люди, которые в Кёльне или в Бонне учились и становились кардиологами, кардиохирургами, они просто сказали, я не хочу жить в Кёльне, там сильно шумно, я буду жить в Бергиш-Гладбахе. Поэтому в Бергиш-Гладбахе тоже все нормально. И при этом они точно знают, что они смогут там нормально зарабатывать, как врачи, нормально оперировать, лечить. Какая разница, зарплата все по тарифу. Вот в чем фишка. Ничего удивительного, если какой-нибудь самый крутой специалист по узким вещам будет сидеть в маленькой больнице. Мы заезжаем парковаться в клинику. Это уже клиника. Где вы сегодня остаток дня проведете? Да. Я тут остаток дня. Вот. Так. На бывшей спасательной станции Красного Креста пожар. Внутри 7 человек, дети. Это ежегодное учение служб спасения в маленьком старинном городке Вольфхагене. Ради этих учений сюда пригнали, мне кажется, просто всю технику, которая есть в этом городе. Но больше всего нас впечатлило не это. Уже после того, как всех спасли. Несколько часов врачи и все их потенциальные пациенты, то есть жители этого города, провели вместе, вот так общаясь, в гараже Красного Креста. В декабре в Германии проходили забастовки профсоюзов врачей. Участвовали даже медики легендарной университетской клиники Шарите. Профсоюз требовал повышения заработной платы не менее чем на 500 евро. Федеральное правительство формулирует фундаментальную перестройку больничной помощи, чтобы сделать клиники менее зависимыми от количества пациентов. Иерархия болезней, каждому по потребностям, профилактический принцип. Даже эту систему здравоохранения сами немцы критикуют, переосмысляют и время от времени реформируют. Какая, в общем, ценность во главе угла, во главе всей этой пирамиды, да, системы медицинского здравоохранения в Германии? Ну так, если вот попробовать это вычленить. Так, сейчас. И у вас время опять. Не, просто вы копнули, наступили в бездну. Так. Поэтому я смотрю, как мне эту бездну сейчас вам... Как-то раз я в больнице, где я работал, я сидел со своим шефом и с коммерческим директором.
на празднике, там, Зоммерфест, мы сидели с пивом. Вот. И я повернулся к коммерческому директору, и поскольку так все вот, демократично, все так хорошо, я говорю, послушайте, я говорю, тут я недавно подумал, вот, мой шеф уже так подумал, все, сейчас что-то... О чем-то он подумал. О чем-то он подумал, это уже, вот, он стал меня так потихонечку так пинать. Я говорю, вы знаете, что работа-то у вас сложная? Он такой, да. Я говорю, представляете, пациент-то ждет коммунизма. Он такой, какого коммунизма? Я говорю, ну как? Пациент пришел, у него есть потребность. Эта потребность должна быть удовлетворена. Или его закатили, завезли. Его потребность жить. Все. И это нужно сделать всеми имеющимися способами, за все имеющееся время. Ты не можешь сказать, оба-на, все, там, перерыв на обед, так, что не дышит, ладно, что-нибудь там вкалите, я сейчас подойду, или там коллега подойдет. Такого же нету. Вы же смотрите кино, там, дверь открывается, там, emergency room, там, пациент, там же никто не закатывает, не говорит, там, депутат Бундестага, бомж и так далее. Закатывают и говорят, пациент, мужчина, ну, там, если имеет значение, там, какого цвета кожи для дозировки медикаментов и так далее, вот и все. Я говорю, вот человек, и у него коммунистический запрос жить, быть здоровым, и все. И вперед, делай. Медикамент за 20 тысяч евро, медикамент за 3 копейки, шприц за 1 цент. Делай. Вот человек с запросом. Или он пришел, или его привезли. Экстремально, естественно, привезли. И ты все, что есть, всего тебя, всего твое время, все ты делаешь для этого человека в этот момент. Я говорю, это же коммунизм, каждому по потребностям, потребность жить. Он такой, да, шеф меня там чуть быстрее пинает. Я говорю, ну а финансирование, я говорю, у нас какое? Я говорю, финансирование у нас социализм. Вот, ты работаешь, отдаешь часть. Вот. Не работаешь, не отдаешь ничего. Или ты ребенок, ты еще вообще не работал, вообще ничего не отдал. Твои родители отдали или не отдали, или еще как-то. Я говорю, вот сбор как бы со всех, социализм. Это Каранкин касса, это самое. Да. Вот мы собираем, вот там что-то делаем. Я говорю, а за воротами-то у нас капитализм. Вот. Нужно все купить, нужно все там организовать, нужно построить, нужно договориться. Я говорю, и вот это вот вам надо все совмещать. Я говорю, коммунизм, социализм, капитализм, чтобы на выходе было это. Поэтому с какой стороны вы посмотрите, то вы и увидите. Ожидаемая продолжительность жизни в Германии 2024-го – 82 года. Почти 60% немцев довольны своим здоровьем. Вот так эта базовая ценность воплощается в жизнь.